Хурма – это сочный и ароматный фрукт, который обладает множеством полезных свойств. В данном видео мы расскажем о том, как хурма может положительно влиять на наше здоровье и какие проблемы могут возникнуть при ее употреблении в больших количествах. Вы узнаете о богатом витаминами и минералами составе этого фрукта, о его полезном влиянии на сердечно-сосудистую систему, пищеварение и иммунитет. Также мы рассмотрим возможные негативные последствия употребления хурмы, особенно для людей с определенными заболеваниями. Благодаря этому видео вы получите глубокое понимание о пользе и вреде хурмы, что поможет вам принять обоснованное решение о включении этого фрукта в свой рацион. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. В будущем буду радовать полезными материалами. В чем польза хурмы? Хурма – это фрукт, который содержит множество полезных элементов. Вот несколько преимуществ употребления хурмы. Богатство витаминами и минералами. Хурма содержит витамины А, Е, а также минералы, такие как калий, медь и марганец. Антиоксиданты. Фрукт обладает антиоксидантными свойствами, помогающими защитить организм от свободных радикалов и предотвращать повреждение клеток. Костный состав. Хурма содержит кальций, фосфор и магний, что способствует здоровью костей. Коррекция уровня сахара в крови. В некоторых исследованиях показано, что хурма может помочь стабилизировать уровень сахара в крови благодаря содержанию пищевых волокон. Пищевые волокна. Хурма богата диетическими волокнами, что способствует нормализации работы кишечника и поддержанию здоровья пищеварительной системы. Поддержание иммунитета. Витамины в хурме помогают укрепить иммунную систему и защищать организм от инфекций. Помощь при проблемах с сердцем. Антиоксиданты и калий, содержащиеся в хурме, могут помочь снизить давление и поддерживать здоровье сердца. Антисептические свойства. Хурма может обладать антисептическими свойствами, благоприятно влияющими на заживление ран и уход за кожей. Улучшение зрения. Витамин А, присутствующий в хурме, является важным элементом для поддержания зрения и здоровья глаз. Необходимо помнить, что индивидуальные реакции на продукты могут различаться, и важно учитывать свои потребности и особенности здоровья при включении хурмы в рацион. При каких проблемах со здоровьем полезна хурма и почему? Проблемы с пищеварением. Хурма содержит растворимые и нерастворимые волокна, которые могут помочь улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Анемия. Хурма богата железом, что может быть полезным для тех, кто страдает от анемии. Железо необходимо для образования красных кровяных клеток и поддержания нормального уровня гемоглобина. Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Антиоксиданты и фитохимикаты в хурме могут помочь снизить уровень холестерина в крови и поддерживать здоровье сердца. Проблемы с иммунитетом. Хурма содержит витамин С, который поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями. Проблемы с кожей. Антиоксиданты в хурме могут помочь улучшить состояние кожи, предотвращая повреждения от свободных радикалов. Снижение веса. Волокна в хурме могут помочь в чувстве насыщенности, что может быть полезно при снижении веса. Проблемы с зрением. Хурма содержит витамин А, который важен для поддержания здоровья глаз и зрения. Необходимо помнить, что употребление хурмы следует включать в разнообразное и сбалансированное питание, а также консультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо серьезные заболевания или ограничения в диете. Как хурма действует на кишечник? Хурма – это плод, богатый питательными веществами, такими как витамины, особенно витамин С и витамин А, клетчатка, минералы и антиоксиданты. Ее воздействие на кишечник может быть положительным благодаря следующим аспектам. Клетчатка. Хурма содержит значительное количество растворимой и нерастворимой клетчатки. Растворимая клетчатка может помочь в управлении уровнем холестерина и сахара в крови. Нерастворимая клетчатка добавляет объем каллов, что способствует нормальному функционированию кишечника и предотвращает запоры.
Вода, хурма содержит воду, что также важно для поддержания нормальной работы кишечника и предотвращения запоров. Антиоксиданты в хурме могут помочь в борьбе с воспалением и поддержании здоровья кишечника. Витамин С, содержащийся в хурме, может укреплять иммунную систему и поддерживать здоровье слизистой оболочки кишечника. Минералы, такие как калий, содержащиеся в хурме, могут играть роль в регуляции водного баланса и функционирования мышц кишечника. Однако реакция каждого человека на хурму может быть разной. Употребление большого количества хурмы может вызвать у некоторых людей боли в животе или диарею из-за ее содержания клетчатки. Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом рекомендуется умеренное потребление этого фрукта. Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или вопросы, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Вред хурмы. Кому нельзя есть хурму? Аллергия. Некоторые люди могут быть аллергичны к хурме. Если у вас есть известные аллергии на фрукты, стоит быть осторожным при употреблении хурмы. Проблемы с желудком. У некоторых людей может возникнуть дискомфорт в желудке или диарея после употребления хурмы, особенно если она съедена в больших количествах. Проблемы с почками. Людям с проблемами почек, особенно тем, кто ограничены в потреблении калия, следует учитывать, что хурма содержит этот элемент в некотором количестве. Применение в медицинских целях. Некоторые исследования показывают, что хурма может взаимодействовать с определенными лекарственными препаратами. Поэтому людям, принимающим медикаменты, стоит обсудить употребление хурмы с врачом. В целом, хурма — это полезный и вкусный фрукт, который в большинстве случаев безопасен для употребления. Однако, как и с любым продуктом, важно учитывать индивидуальные особенности организма и следить за реакцией на его употребление. Можно ли хурму при сахарном диабете? Хурма — это плод, который содержит приличное количество сахаров, в том числе фруктозы и глюкозы. Поэтому людям с сахарным диабетом рекомендуется умеренность в употреблении сладких фруктов, включая хурму. Если у вас сахарный диабет, важно обсудить с врачом свою диету и определить, сколько фруктов вы можете употреблять без увеличения уровня сахара в крови. Врач может подсказать вам оптимальное количество и регулировать его в зависимости от вашего здоровья и индивидуальных особенностей. Также стоит отметить, что хурма, помимо сахаров, содержит витамины, минералы и диетические волокна, что может быть полезным для вашего организма. Однако важно соблюдать баланс и контролировать уровень сахара в крови, учитывая все компоненты вашей диеты. Сколько хурмы можно съесть за день? Количество хурмы, которое можно съесть за день, зависит от ряда факторов, таких как ваше здоровье, физическая активность, общий рацион питания и индивидуальные потребности организма. В общем случае, разнообразие фруктов в рационе полезно, но важно следить за общим количеством потребляемых углеводов и калорий. Чем полезна вяленая хурма и кому ее не рекомендуется есть? Вяленая или сушеная хурма имеет свои особенности. Прежде всего, это калорийность, а она в 4 раза выше, чем у свежей ягоды. В 100 граммов продукта содержится около 300 килокалорий. В случаях снижения веса, сахарного диабета или ожирения увлекаться сушеной хурмой не следует. С другой стороны, вяленая хурма также является источником микроэлементов и витаминов, плюс ко всему из-за высокого содержания углеводов это отличный вариант для перекуса перед спортивными нагрузками. Но важно понимать, что 30 граммов сушеной хурмы являются альтернативой 100 граммов свежей ягоды. Полезно ли варенье из хурмы? Варенье из хурмы может быть полезным, так как хурма, как и многие другие фрукты, содержит некоторые питательные вещества и антиоксиданты. Однако стоит помнить, что варенье обычно содержит сахар, и его потребление следует ограничивать, особенно если у вас проблемы с уровнем сахара в крови или с избыточным весом. Поэтому употребляйте варенье из хурмы с умеренностью и в рамках сбалансированной диеты. Применение хурмы в косметологии. Хурма богата антиоксидантами, такими как витамин С и другие флавоноиды. Антиоксиданты могут помочь защитить кожу от воздействия свободных радикалов, которые способствуют старению кожи.
Увлажнение. Плоды хурмы содержат воду и могут помочь увлажнить кожу, делая ее мягкой и более упругой. Эксфолиация. Некоторые люди используют маску из хурмы для естественного отшелушивания. Фрукты содержат ферменты, которые могут помочь удалить мертвые клетки кожи. Хурма содержит различные витамины и минералы, которые могут способствовать здоровью кожи. В хурме содержатся вещества с антивоспалительными свойствами, которые могут помочь смягчить раздражение и воспаление кожи. Тем не менее, перед использованием хурмы в косметических процедурах рекомендуется провести тест на чувствительность кожи, чтобы убедиться, что она не вызывает аллергические реакции. Также стоит помнить, что эти методы не заменяют профессиональные средства и процедуры ухода за кожей, и их эффективность может быть уникальной для каждого человека. Выбирая хурму, обращайте внимание на несколько ключевых признаков, чтобы выбрать спелый и вкусный плод. Цвет. Для коктейльных сортов хурмы цвет может быть золотисто-желтым или оранжевым. Однако, даже если она не имеет ярко-оранжевого цвета, это не всегда означает, что она несъедобна. Для сортов фуя они обычно имеют желтовато-зеленый оттенок, но не слишком зеленый. Твердость. Хурма должна быть мягкой на ощупь, но не слишком мягкой. Если она слишком твердая, она может быть еще не созревшей. Кожура. Избегайте плодов с морщинами, пятнами или плесенью. Кожура должна быть гладкой и без повреждений. Запах. Зрелая хурма должна иметь приятный аромат. Понюхайте плод у основания, он должен пахнуть сладко. Размер. Хотя размер не всегда является показателем качества, предпочтительно выбирать плоды среднего размера, так как они часто более сочные и вкусные. Как долго созревала? Узнайте, как долго хурма созревала после сбора. Некоторые сорта лучше всего употреблять сразу после созревания, в то время как другие могут храниться некоторое время. Помните, что хурма может быть съедобной и в том случае, если она еще немного твердая. Если вы покупаете твердую хурму, дайте ей некоторое время дозреть при комнатной температуре.